Всем привет, с вами Юрий. Я продолжаю вам рассказывать про Америку, как здесь живут люди и чем они дышат. И сегодня мы поговорим о президентских выборах, о кандидатах в президенты Дональде Трампе, Джо Байдене и о том, что будет с Америкой дальше. Также мне удалось взять интервью у сторонника Трампа. Знакомьтесь, это Говард Фриск. Он живет в штате Вашингтон, недалеко от Сиэтла. Он женат, у него 3 взрослых детей. Работает Говард офисным работником. Совершенно случайно его жена в супермаркете купила к моему приходу украинский салат. Голосовали ли вы на этих выборах президента? Да. За кого вы голосовали и почему? Я проголосовал за Трампа по 2 основным причинам. Первое, он выступает за консервативные ценности, а я консервативен. А другой кандидат не поддерживает консервативные ценности. Вторая причина – это его достижения. Большинство людей не знают о них, но я нашел список 53 его достижений за последние 4 года. Что вам нравится больше всего из сделанного Трампом за 4 года его президентства? Самое первое для меня – это то, что он убедил в Северной Корее Ким Чен Ына прекратить испытания ядерных бомб. Я считаю, это очень ценный и важный вклад в дело мира во всем мире. Потому что если бы он продолжил испытания, я думаю, в конечном итоге это вылилось бы в большую проблему в Азии, особенно с Японией. Также он снизил многие налоги для американских бизнесов и семей. Таким образом, за последующие 10 лет американцы заплатят на $1 триллион меньше налогов. Департамент США по делам ветеранов всегда плохо справлялся с заботой о ветеранах. Там длинные очереди. И часто ветераны так долго должны стоять в очереди, пока им окажут необходимую медицинскую помощь, что умирают, так и не дождавшись. Он реформировал этот департамент, уволив 4000 некомпетентных врачей. Это помогло спасти жизни. Есть так называемый закон первого шага. Многие люди находятся в тюрьме, потому что существуют минимальные сроки, например, 10 лет за хранение наркотиков. В результате черные американцы отбывают более длительные сроки, чем белые. Это очень несправедливо. Закон первого шага позволил многим этим людям выйти на свободу. Это помогло многим, особенно афроамериканцам. Это хорошее достижение. Количество людей, живущих за чертой бедности в этой стране, упало до 17-летнего минимума. Люди возвращаются на работу благодаря хорошей экономике. ИГИЛа больше нет. Точнее, халифата больше нет, а ИГИЛ уничтожен на 99%. Обама этого не сделал. Безработица среди афроамериканцев упала до минимума. Безработица среди латиноамериканцев упала до исторического минимума. Безработица среди женщин упала до 65-летнего минимума. Безработица среди молодежи упала до 50-летнего минимума. И также одно из моих любимых. Американский фондовый рынок достиг рекордных максимумов, что хорошо для людей, у которых пенсионные сбережения хранятся в ценных бумагах. Можете сказать что-то одно хорошее о Байдене и одно что-то плохое о Трампе? Нет, не могу сказать ничего хорошего о Байдене, но в качестве компенсации скажу 2 плохие вещи о Трампе. Так будет справедливо. Первое – это его твиты. Думаю, он пишет твиты, часто не думая. В итоге он говорит то, чего не стоило говорить. Второй плохой момент – это его личная жизнь. Особенно в его предыдущих браках. Женатые люди не должны так поступать. Как вы считаете, эти президентские выборы были сфальсифицированы и почему вы так считаете? Да, к сожалению, на выборах в Америке уже случались фальсификации. Например, за последние 10 лет за фальсификации на выборах были осуждены около 1000 человек. Результаты голосования подделывают. Другой пример, кажется, в Пенсильвании проголосовали 4000 умерших. Очевидно, что умершие не в состоянии голосовать, поэтому это фальсификация. Следующий пример, не уверен в каком штате, но по почте отослали 1 миллион бюллетеней, а вернулось 1 300 000. То есть вернулось на 300 000 бюллетеней больше, нежели было отослано.
чем не фальсификация. Как вы думаете, выйдут ли сторонники Трампа на протесты, если Байдена объявят президентом? В любой группе поддержки присутствует весь спектр, от сумасшедших до безразличных. Из этого спектра фанатики выйдут на протесты, но люди посредине и безразличные не станут ничего предпринимать. Они будут просто подавлены. Что произойдет с Америкой, если Байден станет ее президентом? Думаю, наша страна сильно пострадает, но мы выживем. Я так считаю, потому что верю, что Байден примет много плохих решений. Думаю, он легко поддается влиянию более радикальных демократов, либералов. Также у него репутация очень коррумпированного человека. Часто политики принимают решения не в интересах страны, а ищут выгоду для себя и своих друзей, финансово или какую-то другую. Хочу добавить один комментарий. Америка – демократическая страна. Чтобы демократия работала, избиратели должны быть образованными. Они должны быть образованы для того, чтобы понимать проблемы и разбираться в политиках, которые идут на выборы. Если они невежественны или необразованы, не те люди придут к власти и могут быть приняты плохие законы. Отцы-основатели этой страны высоко ценили образовательную систему и школы. Изначальная цель школьной системы в этой стране состояла в том, чтобы воспитывать граждан с тем, чтобы они голосовали правильно. Я думаю, что по большому счету система образования в этой стране не справляется с этой задачей, потому что многие наши образовательные учреждения ушли влево и стали либеральными. В результате студенты получают предвзятое образование, что отражается на том, как они голосуют. Движение Black Lives Matter, которое разгорелось непосредственно перед судьбоносными выборами, сопровождалось протестами и во многих местах переросло в беспорядки и погромы. Звучали призывы лишить полицию финансирования. Сторонники Джо Байдена изо всех сил пытались не допустить переизбрания Трампа президентом. Очевидно, что Трамп уже проиграл, однако всякое возможно. Сейчас идут суды. Трамп намерен отменить результаты выборов, потому что они якобы сфальсифицированы. Возможно, у Трампа есть туз в рукаве. Кроме того, коллегия выборщиков будет заседать в каждом штате 14 декабря. Формально они обязаны отдать победу Байдену, однако выборщики могут поступить недобросовестно, и тогда кто знает. В Соединенных Штатах двухуровневая избирательная система, когда речь идет о выборах президента. Все думают, что выборы в США уже завершились, но это не так, эпопея продолжается. Если вы не понимаете, как происходят выборы в Америке и хотите разобраться в теме, для вас я специально сделал ролик «Выборы в США для чайников. Коллегия выборщиков». Ссылку на это видео оставлю в описании. Чтобы понимать, на каком фоне проходят выборы президента, поделюсь своими наблюдениями за американским обществом, что сейчас популярно и что не популярно. В Америке сейчас популярно бороться с расизмом, выступать за права женщин, за толерантность, за права секс-меньшинств, выступать в поддержку коренного населения, то есть индейцев. Если кто-то притесняет их права, это воспринимается как несправедливость. Несправедливо также то, что многие американцы не имеют достойного медицинского обслуживания. И вот сочувствовать всем притесняемым и бороться со всей этой несправедливостью сейчас очень модно. Это такое либеральное социалистическое движение. В то же время непопулярно быть верующим, иметь моральные принципы, высказываться плохо об ЛГБТ-сообществе и выступать за традиционную семью. Непопулярно быть полицейским, быть белым, быть патриотом, иметь оружие. Мне кажется, поэтому категоричный и принципиальный Трамп, делающий резкие и недипломатичные заявления, многим не нравится. Люди его просто не воспринимают. Практически все американские СМИ его не любят. Можете себе представить, насколько сложно в таких условиях избраться президентом. В то же время многим нравится спокойный и сдержанный Байден, имеющий умеренные взгляды и выступающий в защиту экологии. Я заметил, что сейчас непопулярно выступать за Трампа публично. Многие его поддерживают, но не заявляют об этом. 4 года назад было совсем по-другому. Люди были более открыты.
Я вам расскажу правдивую историю о том, как я пытался найти того, кто даст мне интервью о Трампе. Среди моих товарищей, поддерживающих Трампа, есть один, кто в частной беседе активно за него агитировал. Я попросил его дать мне интервью. Он сначала согласился, но потом наотрез отказался, мотивировав это тем, что у него жена и дети. Он опасается преследований за свои взгляды. Люди боятся открыто поддерживать Трампа. Чего я боюсь, так это разделение в американском обществе. Америка разделилась на два лагеря – левый и правый. Взгляды очень поляризованы. Каждая из сторон уверена, что противоположная сторона живет в параллельной реальности. Вокруг меня почти все за Трампа, поэтому я искал сторонника Байдена, чтобы поговорить с ним. Я нашел такого человека. Это продавец на кассе в супермаркете, куда я часто хожу. Его зовут Боу. Я его спросил, почему он поддерживает Байдена. Он ответил, что Трамп оторван от реальности. То же самое говорят сторонники Трампа. То есть отчетливо видно, что люди голосуют не за, а против другого. Такое напряжение и неприятие сложилось в американском обществе. YouTube несколько дней назад объявил, что будет удалять все видео, в которых будет говориться, что выборы в Америке были сфальсифицированы. Это вообще как понимать? Меня волнует, что будет с Америкой дальше. Люди говорят о гражданской войне, но я верю, что американцы мирные и до этого не дойдет. Некоторые утверждают, что Соединенные Штаты начнут распадаться. Кто-то пророчит, что Америка сгорит в ядерном огне, что Россия и Китай ее уничтожат. Я не знаю, все зависит от запаса прочности. Мне кажется, что Америка простоит еще добрых 20 лет. Одно точно, что Америка шаг за шагом теряет ведущую роль в мире. Для меня, как для рабочего человека, важно, чтобы экономика и финансовая система этой страны оставались стабильными. Уважаемые гости канала, я надеюсь, что вы уже поняли, я не пересказываю новости с телевидения и интернета, а делюсь своим реальным живым опытом в Америке. Пожалуйста, подписывайтесь. Дорогие подписчики, обязательно нажмите на колокольчик. И, пользуясь случаем, хочу передать привет своей семье, жене и дочерям.